Привет, народ! Ну, как бы у меня сегодня обычный день, и данное видео я не планировал, но таки решил его сделать. Ситуация какая? Данное видео, ну, мысли посещали меня сделать еще. Что там получилось? Ну, как бы достаточно, я думаю, да? Я думаю, да. Держи. Что там по деньгам? 150. Да, вроде как остренький. Бриться можно. А что, без сдачи как-то? А десятка? Да. Держите 60. Спасибо. Заходи, если что. Сори. В общем, ситуация какая. Мысли сделать данное видео посещали меня еще 28 августа 2012 года, но так как я не знаю английского языка, данная мысль осталась всего лишь мыслью. Ну, скажем так, к этому видео я планирую добавить английские субтитры, ну и отослать видео адресату. Собственно, видео будет называться «Вопрос к Селу Глессеру», где он набирает людей, или может быть по объявлениям, или как, или может быть студентов на подработку берет. Ну, вопрос в чем, что смотрите, в 2012 году, 28 августа, я получил посылку с KnifeWorks, где заказывал несколько ножей для себя, для знакомого. Ну и также вот одним из ножей, которые я заказал для себя, было Paramilitary 2. Ну, в принципе, что тут говорить? Давайте я кусочек вырежу вот и поставлю сейчас, сами все увидите. Клиночек не по центру. Давайте покажу. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Для пацанов с Урала. Клиночек не по центру, на парамильке. Косяки со спусками видно тоже сразу. То есть вот здесь даже на кончике видно, да? Бок какой здесь есть. Со спусками. То есть конкретно сейчас видно. Вот с одной стороны больше, с другой меньше. Ну и вот здесь смотрите какой косяк. То есть здесь у нас заточка вот отсюда начинается. Здесь у нас заточка начинается вот отсюда. Вот этот косяк, но я не понимаю, как такое можно пускать в серию, в магазины. Вот такой вот коленкор. Видите сами, да? Красота. То есть этот нож нужно перетачивать. Ну и смотрим дальше сюда. Это вообще какой-то бок. То есть спуски с одной стороны, давайте посмотрим. Это вот с одной стороны, да, тут, наверное, миллиметра 2,5 до 3. И спуски с этой стороны. То есть здесь миллиметр с натяжечкой. Чуть-чуть, миллиметр 1,1. То есть где-то, смотрите, ну как это? Как это понимать? Я вообще не понимаю. Как такое можно пускать в серию магазина? Вот. И где у Спайдерка контроль качества? Если кто-то мне скажет, я буду очень рад. Ну, в принципе, сами вы только что все видели, да, то есть нож с косяками, с хорошими, явными такими косяками. Ребята из Спайдерка пускают как бы в продажу, люди покупают, потом негодуют. Ну, я не понимаю, как это можно делать, как можно такие ножи продавать. Ну, скажу сразу, что я уж не помню точно, на KnifeWorks я покупал данный нож около $110, 107, по-моему, или 105, плюс доставка. В Украине стоит данный нож 1200
1250, 1300, ну смотря в каком магазине вы его найдете. Смотрите, вопрос какой. Данный нож, вот именно этот нож, человек купил, я не знаю, где-то, наверное, месяц назад, и у него жутко залипал замок. Он прислал мне этот нож, я ему сделал. Замок сейчас не залипает, все нормально, нож смазан сухой смазкой форум и работает замечательно. Но вопрос в чем, что данный нож человек дал попользоваться своему знакомому или другу там, и вот что случилось. Ну видите, да? Совсем чуть-чуть не хватает кончика. Совсем чуть-чуть не хватает кончика. То есть товарищ взял нож, что-то им делал и надколол кончик. Ну для того, чтобы как-то разрешить ситуацию, я так думаю, что товарищ предложил заказать новый нож для хозяина ножа, а этот нож оставить себе. Но когда пришел вот тот самый новый нож, хозяин ножа, ну, которому он предназначался, увидев его, пришел в ужас. И говорит, ну как, таким ножом в принципе нельзя пользоваться. Позвонил мне, говорит, Русик, вот такая ситуация, дал человеку нож, он его немножко покоцал, заказали мне второй нож, но вот когда он пришел, как бы, ну он хуже первого в несколько раз, как бы им пользоваться я в принципе не могу, потому что, ну, не эстетично брать такой нож в руки. То есть, и, говорит, ну я как бы новичок в этом деле, но тем не менее, я понимаю, что таким ножом пользоваться просто не эстетично, то есть, ну, нельзя им пользоваться, потому что, смотрите, в чем ситуация. Ну, подводы очень кривые. Давайте, в принципе, сравним. Я специально вот снял клипсу и там, чтобы вот сложить вот так два ножичка и показать вам. Давайте, в принципе, я чуть-чуть подъеду зумчиком. Ну вот, для начала, видите, да, вот это самое место, где заканчивается подвод. Вот здесь раз, и вот здесь два. Видите разницу? Видите, да? Переворачиваем. Точно такая же ситуация с точностью да наоборот. То есть здесь вот раз, и здесь два. Разница видна. Также давайте поставим вот так вот два ножа. Ну, я еще подъеду чуть-чуть. То есть, ну вот сейчас видна разница, да? То есть даже сами подводы на ножах выполнены по-разному. Здесь ближе к рукоятке, вернее, дальше от рукоятки подвода начинается, здесь немножко ближе. То есть вот сама вот эта пяточка, вот здесь тоже немножко разная. Ну и кроме того, вот, кто точит эти ножи, на каком гриндере, ну и каким образом, я не знаю, что нужно делать для того, чтобы получить вот такие вот подводы, смотрите. То есть, если сравнить здесь подвод и здесь, то они совершенно разные. Ну, для начала давайте покажу. Вот этот нож, здесь подвод, вот здесь у пяточки широкий, дальше он идет все уже, и на кончике он совсем узкий. Совсем узенький такой подвод, видно, что он неровный, неравномерный по всей длине клинка, он к кончику сужается. Данный нож берем второй, здесь подвод широкий подвод, и дальше кончик он становится еще шире. То есть, если посмотреть на ножи вот так вот, то будет видна разница. Видите, да, косяк какой вот на левом ноже с вашей стороны. Ну, здесь-то понятно, кончик сломан, но здесь вот этот косячок вот, он явно виден. То есть, если посмотреть на нож вот таким вот образом, ну, камера не фокусируется, к сожалению. К сожалению, камера не фокусируется, но я вас уверяю, что это кошмар какой-то. Давайте, может быть, на этом попробуем. То есть, ну, такое ощущение, вроде там либо какой-то студент сидит, либо какой-то ребенок с 5 класса, и вот точит ножи на Спайдерка на заводе. То есть, ну, это реально
Вот разница огромная в подводах. Левый и правый подвод, они начинаются по-разному и заканчиваются по-разному. То есть здесь, ну здесь хоть подвод вот с этой стороны, он по всей своей длине он равномерен. Здесь подводик он неравномерен. Здесь он тоньше, а здесь он намного толще. Давайте вот так вот, может быть. Вот видно, да? Заводской гринт показываю, что здесь все заводское, никто здесь ничего не перетачивал. То есть другое дело, если бы там хозяин что-то уже точил, и потом мы возмущались. Но также кусочек вот видео вы видели, да? То есть нож пришел с магазина, я сразу его вскрыл коробочку, и вот все косяки эти, они все повылазили сразу наружу, и они очень явны. То вопрос, собственно, к Селу Глессеру, ну, как-то, может быть, что-то с этим сделать. То есть, я не понимаю, где и как точат ножи вот эти, да, на заводе. То ли, я не знаю, ну, смотрите, ситуация какая. Ситуация следующая. Я, ну, как бы не первый год точу ножи уже больше 10 лет. Точу ножи, ну, скажем так, оказываю услуги данные населению, то... Ну, я когда тащу нож на обычном наждаке, у меня все подводы симметричны. То есть, с одной стороны и с другой он начинается, вот, допустим, там 2 мм, и заканчивается он уже у кончика лезвия, он тоже 2 мм. То есть, ну, в принципе, да возьмите любой, да, допустим, китайский ганзо, у него абсолютно симметричные подводы. То есть, и здесь ширина подвода одинаковая. С этой стороны тоже. Это ганзо. Это не спайдерка. Любой ганзо возьмите, и у него нормальные подводы. С той и с той стороны они будут симметричными. Я не видел ни разу такого. То есть, кроме того, ну как бы нож стоит вот этот $20, ну максимум 30 в Украине, да. Этот нож стоит в Украине, наверное, все 130, а то и чуть-чуть дороже. Ну и за такие деньги, такое качество... То вопрос к Селу Глессеру, может быть, ну как-то он обратит внимание на свою продукцию, может он этого не видит, то жители Украины были бы признательны ему, да и не только Украины, если бы вот этих косяков на ножах, скажем так, уже бренда, да, спайдерка, то есть вот эти косяки, если бы они отсутствовали. Я считаю, что, ну, такой нож, как бы, ну продавать, по крайней мере, не эстетично. То есть, хотя бы, ну, наточить нож можно, я считаю, что симметрично с двух сторон, и дабы он резал. Ножи от спайдерка режут без проблем, они режут бумагу, все замечательно. То есть, они с завода острые, но вот, чтобы не было еще вот таких вот ужасных подводов, было бы замечательно. Ну, через недельку я планирую добавить к этому видео английские субтитры, ну и отправить его адресату. Было бы интересно увидеть, может быть, его комментарий под видео, или, может быть, в личных сообщениях он что-то ответит на эту тему. Ну, кто считает, что данное видео было полезным и действительно было бы неплохо улучшить, помочь фирме Spyderco улучшить качество их изделий, то ставим лайк, поможем Селу Глессеру в этом. Все. Пока-пока, увидимся.